В данном случае последствия по сегодняшнему занятию, они в большей степени так, что человек падает глубоко, поднимается ли он высоко или не поднимается ли он высоко. Да. Он идет к классным результатам или он себя в большей степени ведет как человек обыкновенный. А человек обыкновенный, он не может рассчитывать на значимые результаты. Собственно, кто такой воин? Да? Это человек, сила которого постоянно растет. Почему? Потому что это его цель, его сила должна постоянно расти. А то, что мы с вами рассмотрим, целевые установки, методы достижения, какие условия для этого нужно выполнять, да, и какие ошибки человек совершает, какие последствия. Значит, суть, да, это растущая сила. Как поступает подавляющее большинство людей? Они не идут к растущим результатам, они оправдывают собственную слабость и несостоятельность. Они говорят, а что я могу сделать? Да, мы с вами рассматривали, там, Алекс Яновский, да, с кем он там работает, для кого его курсы. Да, для бизнесменов, ну, для нескольких процентов бизнесменов, потому что 95% они что-то достигли, там, маленькую фирму сколотили, несколько там тысяч условных единиц получают, и им больше ничего не нужно. У них нет цели расти. Да? И среди тех, кто чего-то достигает, процент желающих идти дальше, он небольшой. Да, вот те, кто хочет масштабировать свой бизнес, достигать там значимых оборотов, да, вот с этим, для этих людей курсы. У воин тоже здесь как бы могут быть различные сценарии. То ли это всю жизнь, да, человек идет там к растущим целям. Да, ведь многие миллиардеры, они могли не работать там 10, 20, 30 лет назад. Да, они работают. Почему? Ну, им нравится. Но человек работает почему? Ну, себя же нужно за что-то уважать. В этой же жизни нужно что-то делать, то, что тебе нравится. Ну, что такое? Построил дом, живешь один, никому не нужно. Неинтересно. Да, интересно, когда ты востребован. Да? Сценарии могут быть то ли достичь определенной вершины, ну да, ты молодец, ты сражался, и там дальше ты можешь уже как-то жить по-другому, да, как там кто-то из великих там боксеров, да, мы с вами говорили, чемпионом ты становишься один раз и остаешься им всю жизнь. Но когда ты идешь к вершине, ты этому подчиняешь всю свою жизнь. Да, там, расписание да, по минутам, что ты ешь, да, сколько ты там тренируешься. Поэтому путь воина – это растущая сила. Да, или всю жизнь, не останавливаясь, или достичь какого-то значимого результата, ну хорошо. Дальше можно как-то поменять сценарий. Но в любом случае задача прожить недаром и достичь определенных результатов. У каждого это может быть свой результат. Но задача, чтобы человек становился сильнее. Да, что значит сильнее? По крайней мере, целевые установки. Есть внутренние, есть внешние целевые установки. Да, внутренние – это какой силой, какой энергией человек обладает. Да, и в том числе, чем больше энергии, тем больше то состояние, в котором он живет. Счастье и наслаждение. Да, вот. Одна – внутренний мир. Вторая – быть способным к действиям. Большинство людей, они что, разводят руками. А что я могу? Такое полная неспособность. Да? А задача, если человек идет по пути воина, третий уровень – это работа с внутренним миром. Это устранение в конечном итоге всех проблем. Вот то, что я могу, то, что я понимаю, умею и делаю, чтобы эта сфера, она постоянно расширялась. Если этого настроя нет, не идет человек по третьему уровню, по крайней мере, в полной мере и осознанно. Да? Должна расти его сила, должна расти его способность к действию. Да? По внешним целям цели должны расти, достижения, да, результаты должны расти, уважение к человеку, его репутация, его возможности должны расти. Если этих целей нет, по пути воина человек не идет. Он, может, чего-то ждет, на что-то надеется, там, о чем-то молится. Нужно действовать. Нужно действовать, решать задачи. Если человек идет по пути воина, как он действует? Его планка, требования к себе, он постоянно их поднимает. Ну, как спортсмен, профессиональный, да?
Пробежи быстрее, подними больше, прыгни дальше. Увеличивая нагрузки, постепенно, не надорвись, дальше уже методика, да? Но человек постоянно повышает требования к себе. Если этого не происходит, он не прав. Его возможности для роста, ну, они закончились. Да, поэтому метод повышать требования к себе и устранять все, что мешает. Да, это как бы основа третьего уровня, работа с внутренним миром. Убеждения, привычки, всевозможные внешние зависимости от каких-то там людей, от каких-то там обстоятельств. А если человек растет, что мне мешает? Список, и шаг за шагом он устраняет свои слабости и ограничения. Да? Если человек идет действительно путь воина, у него есть все, с чем нужно попрощаться, и все, чего нужно достичь. И он по этому списку двигается. По условиям, что для этого нужно, да? То есть чтобы цели были достижимы. Ну, понятно, что все условия понять и все условия выполнить, и выполнить наилучшим образом. Но, может быть, не все. Но в той мере, чтобы было достаточно для движения к целям. Не обязательно все 100%. Но чем полнее человек понимает и выполняет условия, тем больше у него возможностей для получения результата. Да, само собой, это упорная тренировка. А как человек может расти? Да, если человек идет к вершине, он постоянно тренируется. Человек, который решил остановиться, ему можно не становиться сильнее, умнее, лучше. Все, он вошел в свою колею, которая его устраивает, и дальше думать особо не нужно. Повторяй то, что ты умеешь. Да? Подавляющее большинство людей. Поэтому условия, само собой, тренировка. Если человек ставит цель, то все силы к победе, а как по-другому? Да? Но одни из ключевых, да, это упорная тренировка. Дальше, с кем человек общается. Потому что если вокруг слабаки, нытики, люди, которые оправдываются, он себя обрекает. Он не может не пропитываться этими вирусами, да, если ты нырнул в болото, а тебя будет пахнуть болотом. Ты не можешь быть другим. В принципе, не можешь. Да? Или ты должен быть настолько пламенный, что вокруг тебя там все выгорает, но в большинстве случаев, да, низкое поглощает высокое, к сожалению. И человек должен окружать себя людьми максимально высокими по уровню, максимально позитивными. Тогда он растет естественным образом. Одно из важных условий – среда, которая окружает человека. Еще одно из важных условий, что отличает человека третьего уровня, да, не только, ну, третьего и выше, да, который идет по пути воина, но и по пути света, по пути развития. Это вот осознанно подходить, какой должна быть духовная пища. Да? Мы с вами говорили, искусство, пища рыцарей. Да, вот человек понимает, что ему, чтобы душа раскрывалась и росла, ей нужна духовная энергия, ей нужна соответствующая информация. Да? Поэтому с кем и как ты общаешься, как ты проводишь время, опять же, там творчество, мероприятия, традиции. Вот задача человека, чтобы это максимально обогащало его, давало ему высокую энергию, высокую ноту.